Приветствую вас, друзья! На дворе лето, в лесах и полях растет, цветет много целебных трав, которые помогают нам, в том числе и для укрепления эрекции и повышения полового влечения. Ранее на канале я уже выпускал видео про целебные травы, которые помогают в укреплении эрекции. В этом выпуске я также хочу затронуть эту тему. Покажу, какие травы можно собирать, как они выглядят, как их сохранить для последующего использования. То есть покажу, что растет практически у нас под ногами, чем мы можем помочь себе в летний период. Самая распространенная трава – это иван-чай или кипрей. Я уже делал обзор на нее у себя на канале, но сейчас немного напомню вам об этом. В народной медицине применяется корень, листья, цветы иван-чая в сушеном и ферментированном виде. Он содержит дубильные вещества, танины, полисахариды, фитостеролы, органические кислоты, аскорбиновую кислоту, флавоноиды, макро- и микроэлементы, такие как железо, марганец, фосфор, калий, кальций и другие, так называемые органические минералы, то есть те минеральные вещества, которые находятся непосредственно в самом растении и легко усваиваются нашим организмом. Просто есть такое мнение, что в витаминно-минеральных комплексах, которые продаются в аптеках, используются природные минералы, которые организмом нашим не усваиваются. Польза иван-чая для мужчин заключается в общеукрепляющем, антиоксидантном, витаминизирующем и мягко-иммуностимулирующем действии. При длительном применении, это около 2-3 недель, кипрей благодаря содержанию фитостеролов активизирует выработку андрогена, в том числе необходимого для мужчины тестостерона. Он применяется в комплексной терапии следующих заболеваний. Это уретрит, цистит, хронический простатит, аденома простаты. Иван-чай помогает при неустойчивой и слабой эрекции, связанной со страхом перед половым актом, неуверенностью в своих силах. Регулярное и длительное применение иван-чая помогает предотвратить преждевременное семяизвержение, потерю эрекции в течение полового акта. Ранее в комментариях на предыдущие видео я читал, что кипрей трудно заготавливать, собирать, ферментировать, но для того, чтобы сохранить все полезные свойства иван-чая, ферментация не нужна. Нам нужно просто высушить лист и цветы в темном проветриваемом сухом помещении. После ферментации, конечно, чай получается более ароматнее и вкуснее, но при этом теряет часть полезных мужчинам веществ. С пользой для организма его правильнее сушить. Есть небольшие, конечно, минусы при этом. Чай будет напоминать по вкусу сена, но можно это исправить, заваривая вместе с ним его же цветы. Они придают вкус, и напиток будет более приятный. Еще одна трава, которая встречается у нас практически везде, это зверобой. Зверобой очень сильно повышает эрекцию и либидо, то есть половое влечение мужчины. Но есть одно но. Дело в том, что зверобой в больших количествах ядовит, поэтому его не едят животные, отсюда и такое название. Поэтому данную траву принимают крайне осторожно и не более 2 недель. Зверобой заваривают и пьют 1 раз в день, после чего смотрят на результат. Если применять более 2 недель, то он может оказать обратный эффект, временно пропадет вообще какое-либо желание. Далее я покажу, где растут эти травы и как их правильно собирать, но я понимаю, что многие не имеют возможности собирать эти травы, тем более в экологически чистых местах. Делать из них купажи, смешивая, чтобы полезные свойства трав сочетались и давали больший эффект. Если у кого-то нет такой возможности, то вы можете написать мне. У меня есть определенный запас этих трав. Я из них делаю купаж, добавляю еще некоторые полезные для организма растения, которые помогают также и укреплению эрекции. Я могу вам их выслать с инструкцией по их применению. Если вам необходимо, то напишите мне в личные сообщения ВКонтакте, по электронной почте или WhatsApp, Viber, Telegram. Все контакты для связи со мной есть под этим видео. Также хочу напомнить, что под этим видео вы всегда найдете ссылки на мои бесплатные и платные курсы по усилению и укреплению эрекции и увеличению длительности половых актов. А сейчас смотрим, я буду показывать, где растут данные травы, как их заготавливать и как собирать. Друзья, приветствую вас. Надеюсь, меня будет хорошо слышно, я просто без микрофона. Сейчас я вам покажу, где растет и как выглядит зверобой. Вот поляна небольшая тут на опушке леса. И сейчас я покажу. Это будут желтенькие цветочки. Вот прямо передо мной уже растет небольшой кустик. Вот смотрите, вот эти вот цветочки, вот они желтенькие, видите, да? С 5 лепестками и с маленькими листиками. Потом рядышком вот тут есть. Вот он. Дальше, если идти туда вот он растет. Потом вот тут растет, вот тут. Здесь, конечно, похожие немного. Вот это зверобой. Вот.
Вот есть похожий на него, но это не зверобой. Видите, у них тоненькие лепестки у цветов. И их много, этих лепестков. А рядом вот он растет зверобой. Вот тут вот. Видите, да? Вот у него тут 5 лепестков. Смотрите, как его удобно рвать. Если у вас нет с собой ножика, там, или ножниц, к примеру, то есть берем стебель, резко его надламываем и на себя тянем. И вот он срывается вот так вот. Давайте еще раз покажу. Сейчас вот тут вот побольше. Вот. Еще раз смотрите, давайте вот надламываем резко и на себя. Вот он все, он сломался. И вот уже. Потом это мы все собираем в пучки. Дома обматываем нитки и в теплое, проветриваемое куда-нибудь место вешаем вниз головой. Вот так вот все это подвешиваем в пучки. И они у нас сохнут, потом мы это все используем уже. Надеюсь, вам понятно. Вот так вот эти пучки потом подвешиваем. Сейчас я здесь еще пособираю для себя. Вот этот зверобой. Вот он зверобой. Меня начинают комары кусать. Все, давайте я съемку заканчиваю, чтобы мне было чем отмахиваться. Кусают. Так, друзья, еще раз приветствую. Или еще раз, не знаю, какое будет видео вперед у меня вставка. Так, а вот растет иван-чай. Вот он растет, иван-чай. Вот цветочки, видите, да, листья у него. Ну, с этого места я вам показывал уже как раз и в прошлом году, где я корни копал. И в этом году я весной ранее показывал, как только ростки пробиваются, которые тоже можно использовать. Кроме всего прочего, то есть ростков и корней, как правило, используют листья и цветы. То есть цветы отдельно берут, они очень тоже много полезных веществ содержат, даже больше, чем в листе в самом. Ну и сами листья. То есть давайте покажу, как это все делается. Получится, наверное, мы берем, захватываем за верх иван-чай. Вот так вот мы захватили за верх его. И сейчас я покажу. Дальше берем пальцами. И все вот это вот вниз протягиваем до примерно где-то середины. Уже толстые грубые листья мы уже не берем. Грубые листья уже не берем. Вот, и таким образом собираем. И потом собираем еще отдельно собираем цветочки. Тоже отрываем. Кто как, отдельно кто цветы собирает, кто отдельно собирает листья. Я так все вместе складываю, потому что я все вместе это потом завариваю. Потому что сами листья, они, если их не ферментировать, у них вкус будет, ну, скажем так, отдавать сеном. Но когда это все делается вместе с цветами, завариваешь, то вкус приобретает другой вкус. Да, то есть уже получается другой вкус, более приятный. И тем более в цветах много полезных веществ, так же как и в листьях, которые способствуют укреплению мужской силы. Вот. Но после ферментации, конечно, вкус будет другой, более приятный, но в нем разрушаются органические минеральные вещества, то есть те минеральные вещества, которые содержатся в растениях, а не те, которые, допустим, просто находятся в почве где-то, когда вот в различных витаминно-минеральных комплексах, которые используются. Поэтому вот и все. Меня опять начали кушать комары. Я заканчиваю и буду собирать сейчас иван-чай. Ну, в принципе, тут у меня есть фронт работы. Так что давайте. Благодарю вас за внимание, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик. Да пребудет с вами мужская сила. До свидания.